Чимин замер во время разговора, услышав, как Тэхён потерял сознание в Лос-Анджелесе, что на самом деле произошло за кулисами нового альбома BTS. Почему Чимин внезапно замолчал во время телефонного разговора с Бан Ши Хёком? Какое сообщение послал Чингук, что заставило Чимина дрожать от тревоги? Скрывал ли яркий и улыбающийся Тэхён что-то более темное во время своего недавнего появления в Лос-Анджелесе? Вопрос, который сейчас эхом разносится по всему фандому Эяремой по всему миру, заключается в следующем: что на самом деле произошло в Лос-Анджелесе, когда только Тэхён и Чингук готовились к долгожданному камбэк-альбому BTS. Огни Лос-Анджелеса никогда не гаснут, но что-то в тишине, исходящей от одного из самых любимых вокалистов BTS, заставляло город казаться холоднее. Поклонники заметили Тэхёна в западном Голливуде несколько недель назад, стильный, харизматичный, казалось бы, светящийся страстью, как всегда. Чингук был рядом с ним. Оба, как сообщается, работали день и ночь в секретной студии звукозаписи в самом сердце музыкального района Лос-Анджелеса. На первый взгляд все казалось идеальным. Но под безупречным фасадом росла душераздирающая правда, та, которая полностью разбила бы Чимина, услышав ее. Откровение началось не с публичного заявления, не с твита, а с беспокойства, высказанного шепотом. «Я беспокоюсь о Тэ», — тихо признался Чингук во время ночного разговора с Бан Ши Хёком, председателем HYBE. Его голос слегка дрогнул. Он плохо спал. Он слишком давит. Я не думаю, что с ним все в порядке. Сначала беспокойство звучало как естественная тревога, которая возникает из-за сильного творческого давления. В конце концов, камбэк BTS является одним из самых ожидаемых мировых музыкальных событий последних лет. Но голос Чингука нес что-то еще. Дрожь, скрытую настойчивость, страх, который он пытался подавить. Бан Ши Хёк не проигнорировал это. И следующим человеком, которому он позвонил, был никто иной, как Чимин. То, что произошло во время этого телефонного звонка, изменило тон всего. По словам инсайдеров, Бан Ши Хёк мягко объяснил Чимину то, что видел Чингук. Что Тэхён показал признаки сильного истощения. У него были моменты головокружения. В студии он был бледным, тише обычного и пропустил 2 приема пищи подряд. В какой-то момент Чингук нашел его сидящим в одиночестве в углу студии с закрытыми глазами, пытающимся поймать его дыхание. Когда Чимин услышал эти слова, что-то внутри него оборвалось. «Хён, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что он не мог дышать?» Голос Чимина был еле слышен. Бан Ши Хёк замолчал. Он вне опасности. Но Чингук сказал, что он выглядел так, будто превзошел все свои возможности. «Мы подумали, что вам следует знать». Тишина. Затем послышался тихий плач. Чимин молчал почти 2 минуты. «Он никогда мне не говорил», — наконец прошептал он. «Он никогда мне не говорит, когда с ним что-то не так». Этот эмоциональный телефонный звонок с тех пор стал поворотным моментом в этой разворачивающейся истории не только для Чимина, но и для всех BTS. Потому что молчание Тэхёна о его состоянии раскрыло не только его решимость, но и опасную эмоциональную
Стену, которую он возвел вокруг себя, и Чимин, который однажды сказал в интервью, что «Т — это часть моего сердца», остался чувствовать себя преданным секретом и сломленным виной, что он сам не видел знаков. Но почему-то Хён скрыл свое состояние, что заставляло его так сильно стараться, даже когда его тело кричало об отдыхе. Ответ кроется в давлении их долгожданного возвращения. «Дай мне знать, когда будешь готов к тому, что я продолжу следующие несколько тысяч слов, это только начало». Тэхён, известный во всем мире как Ви, всегда воплощал двойственность, обаятельный, озорной артист на сцене и созерцательная, интроспективная душа за кулисами. С тех пор, как участники BTS начали отбывать военную службу, Тэхён был необычно тих в социальных сетях, за исключением нескольких спорадических постов. Но когда он появился в Лос-Анджелесе с Чонгуком, армии коллективно выдохнули. Он вернулся. Или так казалось. Те, кто близок к команде BTS, говорят, что Тэхён одержимо вкладывался в новый альбом. Концепция была глубоко личной. Смесь их прошлых трудностей и их индивидуального роста во время военной службы. И послание надежды и возрождения. Тэхён, который всегда подходил к музыке как к форме исцеления, взял на себя эмоциональную основу альбома. Тэхён настоял на том, чтобы оставаться в студии дольше, чем все остальные, сказал сотрудник ВЛЯ. Рассказал, он работал над текстами до поздней ночи, иногда напевал мелодии в 3 часа ночи, глаза у него были красные от недостатка сна. Мы спрашивали, все ли с ним в порядке, и он всегда улыбался и говорил: «Еще немного, еще немного». Но еще немного превратилось в дни нарастающего изнеможения. Чонгук, который жил в одной комнате с Тэхёном во время их пребывания в Лос-Анджелесе, становился все более обеспокоенным. Золотой Макне известен своей стойкостью, но также и своими защитными инстинктами, особенно по отношению к тем, кого он любит больше всего. Связь Тэхёна и Чонгука выходит за рамки дружбы. Они братья во всех смыслах, закаленные в огне славы, тренировок и общей жертвы. Каждое утро я видел, как он пытается размять шею, словно ей больно. Он потирал виски. Иногда по ночам я просыпалась и находила его сидящим у окна и просто смотрящим вдаль. Он спал не больше 2 часов. Я сказал ему отдохнуть, но он только улыбнулся. Улыбка Чонгука померкла, когда однажды ночью, вернувшись после долгой студийной сессии, он обнаружил Тэхёна, рухнувшего на пол в ванной. Ничего особенного. Не было ни парамедиков, ни вспышек света. Но был страх, настоящий, грубый, неотфильтрованный страх. Он был в сознании, но выглядел таким уставшим, как будто из него высосали всю жизнь. Позже поделился Чонгук наедине с Бан Шихёком. Он продолжал извиняться. Я спросил его: «Почему ты сожалеешь?» И он ответил: «Потому что я не хотел, чтобы кто-то волновался». Вот тогда я понял, что что-то действительно не так. Эта новость потрясла Бан Шихёка до глубины души. Он наблюдал, как эти мальчики взрослеют, боролись с болью и травмами, улыбались, несмотря на графики, которые сломали бы большинство взрослых. Но извинения Тэхёна, услышанные в этом состоянии, близком к краху, сломали что-то и в нем.
И поэтому он позвонил Чимину, единственному человеку, который всегда чувствовал, когда Тэхён был не в порядке, даже не зная об этом. Чего многие фанаты не знают, так это насколько глубоко укоренена дружба Чимина и Тэхёна. Они вместе тренировались, вместе плакали, поддерживали друг друга во время скандалов, выгорания, личных потерь. Когда Тэхён потерял свою бабушку, человека, которого он называл своей второй матерью, именно Чимин тайно полетел с ним домой, чтобы присутствовать на частных похоронах. «Я не могу это объяснить», — сказал однажды Чимин фанатам. Во время вливе. «Меня с ним связывает только нить». Эта нить натянулась в тот момент, когда Бан Шихёк произнес слова «У Тэхёна дела идут не очень хорошо». В течение нескольких часов после этого звонка Чимин, как сообщается, пытался сначала дозвониться до Чингука. Но у Чингука, который был в больнице вместе с Тэхёном на профилактическом осмотре, был выключен телефон. Затем Чимин попытался позвонить Тэхёну напрямую дважды, затем трижды. Ответа не было. Тишина была оглушительной. По словам близкого инсайдера HYBE, Чимин позвонил менеджеру компании в Лос-Анджелесе и потребовал видеозвонка. «Мне нужно его увидеть», — сказал он. «Мне все равно, спит ли он. Мне просто нужно увидеть Т». Когда видеозвонок наконец соединился, то, что увидел Чимин, было не ужасающим, а просто сокрушительным. Тэхён, находившийся в обычной больничной палате с капельницей в руке, поднял голову и слабо улыбнулся. «Я в порядке», — сказал он. Но с Чимином было не все в порядке. «Тэ, почему ты мне не сказал?» И тут как по маслу хлынул поток. Тэхён отвел взгляд. «Потому что ты всегда волнуешься. И я не хотел быть причиной того, что вы остались позади, пока все двигались вперед. Я хотела быть сильной. Но быть сильным — это не то же самое, что молчать», — ответил Чимин дрожащим голосом. Разговор длился 47 минут. К концу его оба плакали. Говорят, что этот разговор стал поворотным моментом не только в эмоциональном плане, но и в направлении самого альбома. Ходят слухи, что новый трек под названием «Let Me Be Weak» With You был написан уже на следующий день Чимином и Тэхёном вместе с помощью голосовых заметок и ночных звонков. Песня, которую инсайдеры описывают как балладу о дружбе, уязвимости и силе эмоциональной честности, как сообщается, тронула продюсеров до слез во время записи. По мере того, как слух начал тихо распространяться внутри команды BTS, другие участники RM Jin, Sugar, J-Hope тоже начали проверять. Хотя военные обязанности держали их физически порознь, теперь они эмоционально воссоединялись ради одной цели — выздоровления и эмоционального благополучия Тэхёна. После всего, через что мы прошли, мы не можем потерять друг друга из-за молчания, якобы сказал RM в групповом видеозвонке, обращаясь напрямую к Тэхёну. Это уже не просто альбом. Речь идет о нашей жизни, наше здоровье, наша любовь друг к другу. J-Hope, который всегда называл Тэхёна своей музой, отправил рукописное письмо от своего имени, в котором просто говорилось: «Ты сияешь ярче всего, когда отдыхаешь. Не затемняйте себя, чтобы согреть нас.
Что касается Шуги, всегда прагматичного, но глубоко вдумчивого продюсера, он напрямую связался с Бан Ши Хёком и предложил отложить выпуск альбома на 2 недели, шаг, который вызвал шок на лейбле, но в конечном итоге был единогласно одобрен командой.